Всем привет! Мы приехали к стадиону «Металлист», где снимают видео и фотографируют на продажу все самые крутые перцы нашего города. В общем, здесь, наверное, возле «Металлиста» было сфотографировано, я не знаю, сотни тысяч машин на продажу в Харькове. Хорошая локация. Я здесь для того, чтобы... Во-первых, мы его пофотографировали, будем продавать, и я здесь для того, чтобы показать вам и рассказать про Линкольн. Нет, не для того, чтобы его продать. Вспомнилась такая ностальгия, у меня был видос, девчачий обзор на Peugeot 206. Я вот его сегодня листала, и такое, как грустно, когда твоя детская мечта — это корыто. Никого не хочу обидеть, но реально так. В общем, Линкольн МКЗ, 2 литра, гибрид, бензин, белый, красивый, фантастический цвет. Сейчас все расскажу и покажу, и расскажу свои впечатления об этой машине. Многие из вас знают, насколько я сильно люблю автомобили. Когда я только познакомилась с Денисом, мы что-то подходили к его машине, он что-то брал в ней, не помню. Я говорю: о, у тебя Линкольн? Говорю: а можно в салон посмотреть? Мне было очень интересно, какие они в салоне. Ну, внешне-то я эту машину видела, но было интересно посмотреть салон. Салон я вам покажу немножечко позже, а сейчас хочу сказать только одно. Она на низкопрофильной резине, и у нее реально очень низкая морда. Вот прям иногда, когда я езжу на ней за рулем, моя машина чуть повыше, вы все знаете, и мне реально страшно просто где-то оставить бампер. Смотрите, здесь сзади Линкольн, монофара, чуть позже вам еще отдельно покажу. Ну, конечно, она очень фотогеничная, очень красивая, очень обтекаемая. У нее здесь еще есть люк. Люк тоже такое своеобразное мероприятие. Я не сильно люблю, я обычно с закрытым езжу. Ну, солнце в голову пече, ну что ты сделаешь? Вот такая красота. Очень красивая, морда красивая, фары обтекаемые. Но нравится мне машина, вот она прям, знаете, вот фотогеничная. Вот есть не фотогеничные, а есть фотогеничные. И вот это как раз она. Возможно, если сюда поставить более высокие колеса, более широкие колеса, не настолько низкие, просто они были куплены в критический уже год, и покупалось то, что было на складе. И поэтому, вот видите, маленькие-маленькие сколики. Вот это, оно как бы по дну, так сильно, когда стоишь, конечно, не видно. Но реально, вот откровенно, для меня это проблема, потому что мне страшно. Я бампер на андапке вряд ли посажу. Ну и пойдемте посмотрим, какой же здесь красивый салон. И то, что мне больше всего здесь нравилось, это то, что багажник открывается с кнопочки, в отличие от моей машины. И коробка передач. Кстати, здесь есть пляжный замок. Если ты забыл в машине код, либо оставил здесь вещи, не хочешь брать ключи с собой на пляж, то подходишь, вводишь код, и автомобиль открывается. У нее светлый кожаный салон. Очень красиво, мне очень нравятся светлые салоны. Не знаю, как показать. Люк закрыт, потому что я ехала. Поэтому люк и закрыт. Сейчас показываю самое интересное. Мы нажимаем на педаль тормоза, и вот у нас наша коробка передач. Мне именно вот это в первый раз, когда я попросила посмотреть салон, я была в диком восторге. Говорю: в смысле, как это, кнопками? Ну, для меня это было что-то космическое, честно. У меня обычная ручка, вот это ну, короче, так, ладно, шучу, но у меня же автомат. Мы ее запускаем.
Посмотрите, сколько всего светится, как красиво. Подъезжает сиденье, выезжает руль. Мое положение здесь, кстати, 2, поэтому я, наверное, подъеду на 2. Сразу зеркала поменяли свое положение, стало выше, спинку подняли. Боже, сколько всего я тут настроила. Смотрите, как приятно он светится. Ну, вот это просто невероятно. Мне очень нравится. Очень нравится. Показывает здесь бензин, заряд батареи. Если кто смотрел, как мы чинили этот Линкольн, который нас вот первый раз в жизни подвел, и то не могу сказать, что он подвел. Скорее, наверное, мы виноваты с этим датчиком распредвала. Мы доехали на аккумуляторной батарее. Вот это было супер. Смотрите, что еще здесь интересного. Если мы нажмем сюда, она нам покажет, на каком источнике питания, если так можно сказать, она едет на своем аккумуляторе, либо на бензиновом двигателе. Этот Линкольн – это первая машина гибридная, на которой я вообще ездила. Для меня, когда перестал работать мотор бензиновый, я Денису говорю, что, кто, мы заглохли? Он говорит, нет, она гибридная. Я говорю, ага, точно. Мне кажется, это реально первая машина, в которой гибридная сидела. Возможно, я сидела в полицейском гибридном приусе, когда писала заявление на своего неадекватного соседа по даче, вы тоже это все знаете. В общем, очень интересное ощущение. Ты вроде как заведен, и вроде как и нет. Здесь она показывает источник своего питания, то есть она от аккумулятора, либо от бензинового двигателя. Очень интересно следить, и я за этим следила, пока гнали мы ее на СТО в Полтаве. Вот, значит, в настройках у нас есть автомобиль, фоновый свет. И смотрите, у нас тут дофига цветов. Можно выбрать зелененький, синенький был, синенький. Давайте вот так, чтобы видно было там хотя бы немножечко. Красненький, очень классно. Голубенький, мне нравится. Оранжевенький мне не нравится, не очень люблю этот цвет. Беленький, ну слишком обычный. И такой розово-фиолетовый. Очень классно, оставим розово-фиолетовый, на ней сейчас поеду я, поэтому оставим такой. Честно говоря, очень нравится приборная панель, вообще очень она приятная, цвета, ну, хорошие, не режут глаза, опять же, мне не сильно нравится. Вот, она завелась на бензиновый двигатель, вряд ли вам, конечно, это слышно. Здесь все приятное, такое не напрягающее, в общем, мне нравится. Бачок ее выглядит вот так. Очень приятный светлый салон. Казалось, что будет страшно на нем ездить, но нет. Люк. Вот так. Управление люком. Я, кстати, не сильно разобралась. Вот здесь кнопочка. Он поднимается наверх. И, по-моему, ну тут две, знаете, наверное, сложно не разобраться. Все-таки не получилось. Если подержать. Нет, наверное, надо его опустить и отъехать. Во, и вот он поехал. Ну, честно, у меня люка нет, поэтому не могу ничего сказать. Но прикольно, можно вытаскивать руку и радоваться жизни. Закрываем. Отзывчивая, приятная такая. Свет тут везде, регулировка хороший, как в самолетике, такой приятный. Еще очень нравится, что он, в принципе-то, реально длинный, и у переднего пассажира очень много места в ногах. Я могу и ногу на ногу положить, и вообще, нет, не рекомендую так ездить. И сзади достаточно места. Сиденья очень удобные, сзади такие же практически удобные, как спереди. Передние, конечно, тебя хорошенечко обнимают, такие более как спортивные, но задние тоже удобные. У меня сзади не такое удобное. А ну, сюда. Подстаканники. Отлично. А вот здесь штука для того, чтобы класть лыжи. То есть это прям в багажник. И вот сюда и можно кататься на лыжах. Сноуборд не влезет, но парочка лыж влезет. Так, закрываем здесь. Закрываем здесь. Пересаживаюсь назад, покажу вам бортовой свет. Так, я переместилась назад и показываю вот эти две лампочки. И я не знаю, они под потолком. Ой. Вот так оно работает. В общем, они постоянно светятся. И это очень прикольно. Знаете, такой маленький фонаричек. Вот когда ты уходишь от нее вслед с ней, смотришь, так ее пик-пик ключами. Уходишь, смотришь, а она такая тебе пока-пока вот этим фонариком. Ну, реально очень, ну, как-то, не знаю, элитная какая-то функция.
Так, тут тоже есть место, можно чего-нибудь хранить на задней полке. И тут дофига колонок. Реально звук мне очень нравится, очень хороший. Мне кажется, вообще потрясающая машина, очень красивая. Ну, блин, давайте будем честны, бежевый салон реально выглядит очень красиво и очень дорого. Оптика у нее еще максимально приятная. Я вот точно всегда знаю в темноте, едет это Денис или нет. Серьезно, фары очень приятные, очень красивые. И, ну, реально узнаваемые. Очень классно. Поворотники здесь оранжевые, сзади красные. Решетка красивая. Ну, реально не могу налюбоваться. Ну, она очень классная, очень красивая такая. Бесподобная. Ну, она, блин, она очень фотогеничная. Ее все время хочется фоткать. Вы бы просто знали, сколько я фотографий сделала машины во время путешествия в Эстонию на ней. И сколько фотографий меня. Ну, машина победила, честно. Ну, она просто божественно фотогеничная. Просто невероятно классная, красивая. Просто восхитительная, слов нет. Сзади сейчас покажу вам монофару. Что еще хотела сказать? В ней очень хорошая шумоизоляция. Прям внутри не слышно шум дороги, колеса не слышно. У меня, ну, намного больше слышно звуков. Здесь приглушено. Не знаю, по-моему, ну, скорее всего, здесь двойной стеклопакет. Очень в машине тихо и очень комфортно ощущаешь себя. По трассе ощущаешь себя очень комфортно. Она как корабль такая плывет. Вообще хорошая, не знаю, нет смысла ее ругать. Вот только низенькая, ну низенькая и все. А все остальное, ну, блин, ну ласточка, красота. Багажник, кстати, закрывается с кнопочки. Вот здесь где-то есть кнопочка, сейчас я ее нажму, но до этого хочу показать вам, здесь есть тросик, и если вас похитили и запрятали в багажник, вы нажимаете тросик, точнее тянете за тросик, и вы на свободе. Поэтому в этом Линкольне вам не грозит никакая беда. Нажимаем кнопочку, закрываем багажник и показываю вам потрясающую... кстати, очень большой багажник. Ну, тут особо ничего не лежит, покрывало для перевозки собаки. И он глубокий, он реально туда глубокий. Там вот здесь вот батарея, и здесь как порожек такой получается. Вот, да. Ну, реально очень много влазит. 2 хоккейных баула, мы это уже знаем, проверили. Мой чемодан, ну, в Эстонию ездили. Нажимаем кнопочку, то, чего, опять же, у меня нету. Я очень расстроена. Но, кстати, сейчас расскажу. Здесь нет подогрева руля, а у меня есть. И подогрев боковых зеркал, а у меня есть. А все остальные функции, типа выезд задом с парковки, она пищит, слепые зоны, у нее и подогрев передних сидений, и вентиляция передних сидений, то, что очень прикольно, у меня у папы в машине, вот я тогда первый раз узнала о том, что передние сиденья могут не только греться, но и вентилироваться, когда кожа, очень хорошо, когда у нас было 40 градусов, она еще вот эта не тонированная, папина тонированная, но тоже не очень приятно на кожу садится, когда реально 40 градусов ей в лобовое светит. Да нажму я кнопку, нажму. Вот этого мне не хватает. Ну сколько нужно заплатить, чтобы на мою это поставить? Я к монофарам раньше относилась как-то непонятно. По-моему, Рено была с монофарой или кто? Какая-то была, ездила у нас по городу часто с монофарой. Такая модель. Наверное, Рено. Оно еще как-то так было боком, косо-криво. Вот она мне не нравилась. И эта жопка мне нравится. Во-первых, здесь большими буквами на весь багажник написано «Линкольн». Ну, она очень красивая. Ну, посмотрите. Посмотрите на эту жопку. Во-первых, у нее 2 выхлопных трубы. И они, главное, рабочие. А то, знаете, бывает одна просто для красоты. Ставили когда-то на Ландс, на девятки. Зачем? Не знаю. Очень красивые. Вот, ну просто потрясающе. Плавник антенны выглядит не как плавник. Где он? Не могу понять. Ну, маленький шарик, это антенка. Очень красивое обтекаемое заднее стекло. Не знаю, наверное, в таких машинах не ставят задний дворник. Наверное, потому что сильно гладкая и предполагается, что она будет обтекать и капельки будут улетать. Я без заднего дворника иногда не могу. Очень красивая, очень классная. Я в восторге. Очень хорошая машина. Очень жалко ее продавать, но Денис уже заприметил себе кое-что другое. Я надеюсь, он разрешит мне снять обзор и на ту машину. Я его тоже выкраду и сниму обзор. Ой, вот. Еще очень сильно мне нравится вот эта подсветка Линкольн при выходе из машины. Просто потрясающе. Забыла сказать, тут, кстати, регулировка сидения электрическая. Вверх, вниз, подушка.
Вверх-вниз само сиденье, наклон, вперед-назад, все, что хочешь, короче. У меня до сих пор мы на рельсах, туда-сюда механически ездим. Телефон, конечно, высветляет и не передает, но очень красиво светится вечером. Очень красиво светится. Очень приятные цвета такие мягкие. Ну, мне и моя нравится, как светится. Честно, оно не моргает. Оно не моргает, и это обман. И это обман моего телефона. Нравится мне этот Линкольн. Нравится. Очень классный. Очень классный. Даже немножечко жалко его продавать. Вот мультируль. Руль, кстати, огромный. Просто огромный. У меня руль меньше по размерам, меньше диаметра его. Ну, раз уже это обзор такой не про двигатель и мощность и все такое, хотя я сказала о том, что он, в принципе, достаточно резвый и хорошо стартует за светофора, и мощный, хорошо держит трассу, не как корова на трассе, очень четко держит дорогу. У него очень приятный расход. На 2 литра 6,6. Мне такой не снился. У меня-то объем двигателя намного меньше, но расход из-за того, что она полноприводная, у нее расход около 10, зимой 12 это практически. Когда на дачу езжу туда-сюда, это где-то 8,9. Либо 8, либо 9, либо 8,9, 8,7, как-то так. Здесь очень приятный расход. По трассе мы выжимали и 5, и, по-моему, 4,7. Вот Денис говорит, нет, но мне кажется, что в Эстонию, когда ездили, точно выжимали где-то 4,7. Очень приятный салон, очень приятный. Уже темно, тут практически ничего не видно, но очень приятный салончик. И здесь же лампочки, вот, бортовые лампочки. Их как бы не видно, потому что перепад потолка, как только опускаешь, тоже очень приятно светится. Ну и все равно я в восторге от переключения передач. Она мне, наверное, сейчас не даст переключиться. Дала. Камера сзади, но опять же она как-то вживую выглядит лучше, чем на телефоне. И вот раз и переключился. Раз, паркинг. Вообще потрясающе. Я когда на ней ездила, мне все время хотелось переключить, схватиться, типа паркинг. Я начинаю искать рукой коробку передач, а она здесь, потом назад. И я рукой судорожно ищу, не могу, я ж на дорогу смотрю по зеркалам, ищу. Ну да, надо привыкнуть. Но это прям очень удобно. Мне кажется, это намного удобнее, чем даже лепестками это делать. Не знаю. Лепестками, кстати, не пробовала, не знаю. Я ж так чисто эмоции от управления. Очень еще нравится, что когда глушишь, она не сразу выключает свет. Я сразу поехала на сиденье назад и поехал руль. Руль здесь выезжает и вперед, и назад, и вверх-вниз. Вот это тоже удобно. У меня руль тоже ездит, но механически. Пока мы катаемся, хотелось бы сказать, по ночному городу, но нет, по вечернему, потому что у нас комендантська година, и мы не можем кататься после 11. В общем, вспомнилось мне, что на него, кстати, легко найти запчасти, проблем с ними нет. Не могу сказать, что он какой-то проблемный в плане запчастей, и вообще он как-то не ломался. Я вот не помню за 2 года, чтобы какие-то с ним прям проблемы были. Вот это единственная была в Полтаве. Он просто очень сильно не хотел ехать в Кременчуг, но у него это не удалось. В общем, легко найти запчасти. Они все в основном быстро, если чего-то нет, приезжают. Там датчики какие-то, они обычно все в наличии. И хочу еще сказать, что на СТО говорили, что подходят запчасти от Форда. То есть он типа на базе Форда. Не знаю, почему так, но вот так. Как обычно, обзор не обзор, такой более девчачий. Просто мои эмоции, мои впечатления и на память о том, что я каталась на таком прекрасном автомобиле. Если кто думает брать, не брать, честно скажу, брать, потому что вот я еду, она еще не тонированная, и на меня все смотрят, вот реально все смотрят, я не знаю, как это работает. С моей машиной это работало только трамвай сейчас проедет. С моей машиной это работало еще в 17-18 году, пока она была новая. Никто не понимал, это Toyota, это не Toyota. Тогда все смотрели, все пропускали, было очень забавно.
на папиной машине это постоянно, потому что большой джип, и все заглядывают в салон, потому что всегда интересно почему-то всем, кто ездит в больших джипах. Это просто красиво, и она реально привлекает внимание. Их в городе у нас не так уж и много, но внимание привлекает. Ну, посмотрите, какая она красивая. Она вот там светится, и она уже красивая. Уже темнеет, буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Девчачий обзор на Lincoln МКЗ, который не обзор, а просто мои впечатления. Кому интересно, обо всем и ни о чем. Я ж такое, по двигателю особо ничего сказать не могу. Разгоняется быстро, бодро, на трассе, все классно, все весело. Это надо было сказать раньше, но когда вспомнила, тогда и сказала. И еще раз большое всем спасибо и всем хорошего дня.